Праздничный торт мимоза. Мимоза у меня будет сегодня с сюрпризом. 5 яиц. Отделила желтки от белков. И сначала начинаю взбивать белки. 150 граммов сахара у меня всего будет на рецепт. Я добавляю половину к белкам. Белки взбиты. Если хорошо взбить белки, они не осядут, подождут своей очереди, пока будем взбивать желтки. Добавляю сахар оставшийся. Желтки взбиваются в 2 раза быстрее, чем белки. Добавляю к ним белки. Перемешиваю эти две массы между собой. И добавляю 75 граммов крахмала. У меня картофельный крахмал. И 75 граммов муки. Сюда же в муку добавила щепотку ванилина. Просеиваю. И вмешиваю муку с крахмалом в тесто. Если вы сомневаетесь, у вас не получаются бисквиты, добавьте чайную ложку разрыхлителя. Подстрахуйте себя, чтобы уже точно получился. Я подготовила форму для выпекания. У меня разъемная форма диаметром 24 сантиметра. Дно застелила бумагой для выпечки. Ничем не смазываю. Тесту надо дать возможность подняться. И отправляю все тесто в форму. Тесто отправляю в разогретую до 180 градусов духовку. Минут на 40-45. Тут все зависит от вашей духовки. Пока выпекается бисквит, сделаю заварную часть крема. 2 яйца. 150 граммов сахара. 8 граммов ванильного сахара. 2 столовые ложки крахмала кукурузного. И добавляю 500 мл молока. Ну, у меня сегодня не обычное молоко. У меня овсяное молоко. Можете добавить обычное молоко. Крем поставила на плиту на средний огонь. И теперь уже от крема никуда не отхожу. Постоянно нужно помешивать. Крем закипел и сразу начал густеть. Я выключаю газ. Но продолжаю крем помешивать, потому что он еще варится. Крем можно снимать с плиты. Заварная часть крема у меня уже остыла. Обязательно накрывайте пленочкой в контакт, чтобы не образовалась корочка. Надо делать крем. Масло сливочное у меня 180 граммов. Начинаю взбивать сначала масло сливочное и постепенно добавляю заварной крем. С одного среднего лимона я сняла цедру. Она мне пригодится для украшения торта сверху. И взяла столовую ложку сока. И вот столовую ложку сока я добавляю в крем. И еще крем немножко пробиваю. Крем у меня готов. И посмотрите, как он у меня посветлел от добавления лимона и стал более вкусный. Кислинка почти незаметная в креме. И вместо ананасов у меня будут бананы. Ананасы консервированные не люблю. И не люблю этот торт. Предлагаю приготовить его с бананами. Это будет очень-очень вкусно. Для тех, кто не любит ананасы. Бананы
Столовой ложкой лимонного сока заливаю, чтобы они не темнели. Лучше брать такие бананы, не сильно темные, светленькие. Видите тоже, как светлеют они сразу. А в торте они будут похожи на кусочки ананасов. Но не будет вот этой вот ананасовой кислинки. Добавляю к бананам большую часть крема. Оставляю только наверх торта и на бока. Где-то так. И перемешиваю. Можно сказать, начинка торта у меня уже готова. Бисквит готов. Посмотрите, какой высокий он у меня получился. Он уже остыл у меня на решетке. Такой бисквит у меня получился. И срезать у бисквита вот эту верхнюю часть. Верхнюю шапочку. Прямо вот верхнюю. Буквально на полсантиметра высотой. Я срезала верхнюю вот эту шапочку. Убираю ее пока. Посмотрите, какой получился бисквит. Шикарный. Теперь мне нужно будет вырезать вот эту внутреннюю часть. Вот так по кругу. Внутри бисквит вырезать. Сделать такую чашу. Смотрите, какая у меня получилась ниша. Сильно глубоко я не стала углубляться. И вот столько получилось у меня бисквита на украшение. Он очень хорошо руками разрывается на кусочки. Вот такой получился. Я вот хочу пропитать, особенно стенки бисквита. Обычно сахарным сиропом пропитываете. Теперь выкладываю крем. И выкладываю остатки крема. И остается торт обсыпать крошкой. Посмотрите, какой торт красавчик получился. И можно так даже его оставить. Такая нежная мимоза. Но я хочу сверху еще посыпать цедрой. Так слегка. Мимоза отправляется в холодильник часов на 5. Торт постоял в холодильнике 3 часа. И я думаю, его можно уже разрезать. Он еще мягкий. Очень-очень мягкий, нежный. И теперь самое приятное. Попробую. Конечно, торту хорошо бы еще постоять в холодильнике хотя бы часа 3. Крем тогда больше застынет, стабилизируется. Но уже видно, что торт очень мягкий. Торт мимоза получился очень вкусный. И вот эта прослойка банановая очень-очень вкусная, очень сочетается именно с этим бисквитом. Этот торт на следующий день будет еще вкуснее. Если его приготовить вечером, и он постоит ночь в холодильнике, на следующий день будет просто объедение. Но даже сегодня он такой вкусный, бисквит уже пропитался. Сочетание крема с начинкой изумительное. Так что пробуйте приготовить именно такую мимозу. Не с ананасами, а с бананами. И вкусных вам тортиков, друзья!